Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о плясках на кресте и неприкрытом бесновании на юбилейном концерте Филиппа Киркорова. 30 апреля 2022 года самопровозглашенный король российской эстрады Филипп Киркоров отметил свой юбилей. Артисту исполнилось 55 лет. По этому случаю певец дал сразу несколько концертов под названием «55 Gold» «Золотые хиты» на сцене Государственного Кремлевского дворца. Данное мероприятие наделало много шума. Даже далекие от знания символики люди заметили неприкрытое беснование, творящееся на сцене. Киркоров отплясывал на поваленном кресте, а многие его номера больше напоминали оккультные обряды. Все это сопровождалось мрачными образами и использованием символики иллюминатов. Демонстрация символики началась еще до выхода Киркорова на сцену. Экран озарили вспышки молний, после чего на нем появилось изображение артиста в одежде шахматной расцветки. Молния дает отсылку к Люциферу, так как в 10 главе, 18 стихе Евангелия от Луки говорится «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Шахматное поле символизирует у иллюминатов единство добра и зла. Далее появился логотип концерта, на котором можно заметить отзеркаленные пятерки. Иллюминаты часто используют прием отзеркаливания, так как для них привычный мир является неким отражением другой реальности. На экране начали мелькать кадры с Киркоровым, где он позировал в разных нарядах. На многих из них был подчеркнут один глаз – символ всевидящего ока. В конце самопровозглашенный король эстрады появился на белом фоне, дающем отсылку к фильму «Матрица». Точно в такой же локации Морфеус рассказывал Нео об иллюзорной природе нашего мира. Сразу после этого на сцену вышел Киркоров. Певец в разноцветных перьях стоял на фоне двух черных ангелов с нимбами на голове, которые давали явную отсылку к Люциферу. В центре можно было заметить красную ткань, которая напоминала лицо жуткого демона. Следующий свой номер Киркоров исполнил, стоя на фоне вазы с 3 алыми розами. Вот только вместо вазы использовалось человеческое сердце. Роза представляет собой символ Грааля, идентифицируемого с сердцем Христа. В руках у парней и девушек из группы подтанцовки в этот момент можно было заметить черные черепа с короной. Все это намекало на приход и воцарение Антихриста. Сам Киркоров был одет в черно-белый наряд с черной вуалью, которую он взмахивал, словно крыльями. После этого артист исполнил песню «Романы». Перед зрителями он появился на пьедестале, стоящем на фоне античных колонн. По обеим сторонам от Филиппа извивались огромные змеи, символизирующие самого дьявола-искусителя. Над головой Киркорова поднялась корона, символизирующая власть Антихриста. Окружали артиста полуголые монашки, которые словно поклонялись ему. Далее Киркоров исполнил песню «Цвет настроения синий». На сцене его сопровождали парни и девушки в красно-черных нарядах, соответствующих любимым цветам иллюминатов. На груди у девушек были изображены кресты с сердцем, что является символом любви к Антихристу. На экране за спиной певца постоянно мигало число 404. Оно дает отсылку к коду ошибки, который означает, что запрашиваемой страницы не существует. Вскоре от этого числа во все стороны начали разлетаться синие таблетки. В фильме «Матрица. Синяя таблетка» позволяла вернуться в иллюзию и навсегда остаться в нереальном мире. Таким образом, декорации за спиной Киркорова показывали, что для людей не существует иного выхода, кроме как всю жизнь провести в иллюзорной реальности. Периодически это изображение сменялось на жуткие демонические глаза с красным зрачком. Закончил Киркоров свой номер жестом рога дьявола. Следующий номер Киркорова начался с выступления воздушной гимнастки, которая находилась внутри вращающегося ромба. Девушка медленно опускалась вниз, где на экране красовалось черное солнце, символизирующее связь с мистическим измерением и миром духов. На его фоне показывались разлетающиеся в разные стороны шахматные фигуры, что может означать окончание игры, а значит и нашего мира. Киркоров вышел на сцену в красно-черном наряде. На голове у него была широкополая шляпа, дающая отсылку к культу Сатурна. Черное солнце за спиной артиста сменилось на кокошник, напоминающий головной убор богини разрушения Кали. Внутри него на протяжении песни показывались жуткие шаманские маски. В конце номера на экране появился портал из шахматных досок, символизирующих у иллюминатов единство добра и зла. Во время исполнения песни «Камильфо» Киркоров сидел в инвалидном кресле. Его перемещали по сцене двое людей в черных балахонах.
На экране в этот момент был изображен жуткий череп в кокошнике, дающий отсылку к богине разрушения Кали. Под черепом находился огромный светящийся крест. Также можно было заметить ползающих пауков, которые символизируют Демиурга, соткавшего покров иллюзий, скрывающий реальность. Следующий номер Филиппа Киркорова был самым жутким и символичным. Именно он вызвал возмущение общественности. Во время исполнения песни Марии Магдалена на сцене находился поваленный крест. Вокруг него толпились люди в черных балахонах, напоминающих участников масонских лож. На огненно-красном экране за спиной Киркорова можно было заметить жуткие изображения черепов, от которых в стороны расходились цепи. В какой-то момент Киркоров забрался на крест, а группа подтанцовки в балахонах упали на колени и начали поклоняться ему. При этом внутри креста можно было увидеть изображение девушки. Все это выглядело так, словно Антихрист взошел на престол, а люди приняли его как спасителя. В завершении номера люди в балахонах укатили крест со сцены. Сам Киркоров встал на фоне черепов в позе распятого Христа. Все это символично показывало свержение христианства, о котором мечтают сатанисты. Самое интересное, что люди, присутствующие на концерте, не увидели в этом номере ничего плохого. Зал рукоплескал в овациях, а зрители кричали Киркорову «Браво!». Следующий номер Киркорова также был более чем символичным. Под песню «Ты пойми, что это больше, чем любовь» певец раскручивал огромный бриллиант с танцующей на нем девушкой. В гематрии бриллиант соответствует числу 33, являющемуся высшей степенью масонства. С экрана бриллиант озаряла яркая звезда, которая может символизировать утреннюю звезду, планету Венера, являющуюся персонификацией Люцифера. После этого Киркоров исполнил песню «Снег». В конце выступления к нему вышли две девушки в масках с демоническими рогами. Они сняли с артиста балахон и облачились в него, превратившись таким образом в двуликого демона. Следующий жуткий номер Киркорова исполнялся на фоне парящей над водой маски, напоминающей лицо пришельца. Из воды торчали демонические руки со светящимися шарами, дающие отсылку к колоннам Яхин и Боос. Сам Киркоров был одет во все черное, а на рукаве у него красовался рептилоидный гребень. Во время исполнения песни «Единственная моя» за спиной Киркорова появились зеркала, представляющие собой своеобразные порталы в потусторонний мир. Таким образом, юбилейный концерт Киркорова больше напоминал черную мессу тайного общества. Артист не поскупился в использовании оккультной символики, демонстрируя ее предельно открыто. Кульминацией всего этого действа стали пляски на поваленном кресте. К сожалению, многие поклонники артиста воспринимают все это как шоу и продолжают аплодировать своему кумиру. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.